Добрый день, друзья! Сегодня я приготовлю с вами бисквит на белках. В состав этого бисквита не входят желтки, нет растительного, а также сливочного масла. Для приготовления нам потребуется какао, белки, мука, сахар и немного лимонного сока. Первым делом смешиваем все сухие ингредиенты – какао и муку. Разрыхлитель в этом рецепте нам не потребуется. В отдельной емкости начнем взбивать белки. Белки нужно очень аккуратно отделить от желтков, чтобы ни капли желтка не попало, иначе белки не смогут взбиться. Также их необходимо использовать комнатной температуры. Начинаем взбивать белки на средних оборотах миксера. Когда белки взобьются в такую пену, мы начинаем совсем понемногу частями добавлять сахар, примерно по 1,5 столовой ложки. После каждого раза взбиваем до полного растворения сахара, примерно 1,5–2 минуты. Очень важно использовать именно среднюю скорость миксера, для того, чтобы сахар успевал раствориться. Если сахар будет плохо растворяться, бисквит плохо поднимется. Затем, когда вы добавили весь сахар, добавляем лимонный сок, и уже сейчас можно увеличить скорость до максимальной и взбивать до плотных пиков. Масса должна увеличиться в объеме примерно в 3 раза. Вот такая плотная и красивая глянцевая меренга у нас должна получиться. Но обратите внимание, что клювик у нас сползает, то есть меренга должна иметь вот такой вид, чтобы было хорошо вмешивать муку. Затем в 2 или 3 приема вводим сухие ингредиенты. Я вмешиваю их венчиком. Также можно использовать силиконовую лопатку. Когда вы вмешали первую часть сухих ингредиентов, просеиваем вторую часть. Снова все смешиваем венчиком. Не нужно бояться, что от интенсивности помешивания тесто опадет. За счет того, что у нас нет абсолютно никакого жира в тесте, то бисквит будет прекрасно держать форму. Выпекаю я в кольце, дно устелила пергаментом и затянула фольгой. Выкладываю тесто и аккуратно его разравниваю. Выпекать такой бисквит необходимо при температуре 160 градусов примерно 30–35 минут. Готовность проверяйте зубочисткой, она должна полностью сухой выходить из бисквита. Готовый бисквит должен полностью остыть в форме для выпечки, а уже потом с помощью ножа либо шпателя нужно его достать из формы. Оборачиваем бисквит в пищевую пленку. Я ставлю обычно бисквит в холодильник, где он у меня должен отлежаться 4–5 часов. Затем достаем бисквит и разрезаем на нужное количество коржей. Высота бисквита после выпекания примерно 4–5 см. При диаметре 16 см. Бисквит получается необычайно вкусный, нежный. Такой бисквит нужно пропитывать, так как в нем нет жира. Именно такой бисквит я использую в тех тортах, где у нас идет тяжелый крем, в состав которого входит сливочное масло. Для того, чтобы тортик был не очень жирным и тяжелым, я всегда стараюсь подбирать более легкий бисквит на белках и тяжелый крем, в состав которого входит сливочное масло.